к нам приехала семья, состоящая из 2 человек, которая путешествует по миру на минивэне, переделанном в дом на колесах. Эта семья за 8 месяцев пересекла 18 стран. И теперь они в Узбекистане. Кристина, здравствуйте. Дело в том, что мы уже общались в сетях. Вот эта прекрасная семья вышла на нас с большим желанием в Узбекистане сделать съемки. Я немножко рассказал нашим зрителям, сколько стран вы пересекли, сколько месяцев пути. Все это в подробностях вы узнаете в течение всей программы. Сейчас мы двинем в путь. Но прежде, Кристина, сколько дней вы в Узбекистане уже? Мы где-то 3 недели уже. Посетили Таджикистан, были в Самарканде, и вот сейчас мы находимся в Бухаре. Отлично. И раз уж Кристина и Рикардо решили Узбекистану посвятить столько дней, мы хотим им сделать от нас, не знаю, можно ли назвать это подарком? Конечно, конечно, можно. Дать возможность поучаствовать в сафари с утра до вечера. Мы будем на себе испытывать очень много различных вещей, каких вы узнаете сейчас. Я всегда люблю накручивать интригу, но вы знаете, я хочу вам показать, как и из чего состоит быт людей, которые постоянно в пути. Вам наверняка интересно, как они устают, как справляются со стрессом, какие поломки бывают, везде ли есть проблемы с топливом и так далее. Словом, все. И, возможно, вы сделаете вывод о том, что путешествие на колесах не такое уж и сложное и страшное, правильно? Потому что, когда вы приняли решение, было ли оно сложно? Просто расскажите зрителям. Это было нашей большой мечтой, поэтому, конечно, мы этого очень хотели, и мы были готовы к трудностям. Дело в том, что по миру сейчас, если так посчитать, существует много семей, которые не просто путешествуют, но и публикуют свой контент в YouTube, в социальных сетях и так далее. Вас можно причислить к ним же. Вы все время публикуете свой контент, правильно? Мы обязательно ниже расположим адреса социальных сетей наших. Или вот вы можете здесь вот да, их заметить. Кстати, Называется канал Explore and Travel in Ivan. Это его канал YouTube. Вы можете отсканировать QR-код. Это мой Instagram. И карта, правильно? Да, здесь мы можем вам рассказать, какие страны мы посетили нашу дорогу. Да, не сейчас. Почему? Потому что сейчас мы уже в путь. Это все будет в течение дня рассказано. Друзья, какие страны, что там было, что было с путешествием, все это вы узнаете. Мы постараемся в эти полчаса вместить все. Но самое главное, я очень рад, что вы к нам приехали. Мы тоже. И мы хотим вашей семье создать все условия для того, чтобы вы получили интересный контент, публиковали у себя и встретились с нашим радушием, потому что все люди, которые к нам приезжают, потом желают приехать еще раз и еще раз. Почему? Потому что мы рады всех видеть, с улыбкой встречаем. Отдельные вопросы будут по нашей гастрономии. У вас сегодня будет шанс попробовать нашу пищу вкусную, в том числе и бухарскую. И вы расскажете, понравилось или нет. Тогда давайте в путь, да? Супер! Получается, Рикардо за руль, вы рядом, вы как штурман, а мы будем ехать позади, потому что у нас караван машин. Обязательно этот прекрасный бренд будет ехать впереди нас. Мы будем что-то снимать. В целом дорога займет где-то час. А для вас это всего лишь щелчок. А вот потом будет что будет, вы узнаете обязательно. Только не отключайтесь, смотрите нашу программу. Это точка на карте в Бухаре, и мы едем на сафари. Супер! Организаторы нашего тура решили посвятить сегодняшний день полностью поездке на сафари. Наверняка у вас возникнет вопрос, что это такое? Дело в том, что недалеко от Бухары существует туристический кластер Бухара Desert Oasis and Spa. Именно туда наша большая команда решила направиться. Всего какой-то час пути по ровной дороге, и мы окажемся там. Но пока у нас есть возможность наслаждаться видами пустыни. Ведь она всегда разнообразная и очень интересная. Когда автобус мягкий и комфортабельный, путешествие кажется очень и очень недолгим. Так было и в этот раз. Прошло совсем мало времени, и мы уже у ворот данного туристического кластера. Мы и представить не могли, какие эмоции и ощущения будут нас тут ожидать. И вот он перед нами. Так как почетных гостей тут принято встречать музыкой и фольклором, мы предполагали, что и здесь нас встретят так же. И не ошиблись. Музыка корная, прекрасные наряды и улыбки. Это все задает прекрасную атмосферу. Напомню, что этот тур был организован специально в рамках недели паломнического туризма. И были приглашены гости из 10 стран. Мы приехали в сафари. Это место полное впечатление, но мы начнем с того, что называется у нас ремесленничеством. Если вам что-то будет интересно, спрашивайте. Вот, давайте например, сразу, да, у меня сразу возник вопрос. Стопора? Да, что почему такая форма?
У каждого есть свое предназначение. Это заранее предназначено только для мясников. Это для того, чтобы рубить деревья. Ножи тоже для мясников. Но они говорят, если они услышат о потребностях определенного мясника, они могут сделать под него. То есть бывают, скажем, быки или коровы, у которых кости потверже, там нужно, значит, помощнее, конечно. Это для земли. Это para tierra. Это еще практикуется, потому что есть и техника, но люди, которые свои огороды возделывают, делают грядки вот таким способом. Здесь уже начинается керамика. И вот посмотрите, как они работают вручную, чтобы оформлять вот эти вот латунные изделия. Вот посмотрите, они вот таким образом узоры наносят вручную. Да, это наша достопримечательность. Все он делает вручную сам. Из-за нити, из-за толщины, когда вы надеваете на чайник, он очень долгое время сохраняет тепло и не остывает. Да. И вот это с надписью Бухара. Бухара, да. Наша съемочная команда хочет вам сделать подарок. Спасибо большое. Это очень здорово, что традиции до сих пор чтятся, и такие красоты, прям действительно красоты. Посмотрите, как это сияет, светится. Это все тоже делается вручную. Да. Поэтому это просто невероятно. Нежными женскими руками. Очень. Долго, конечно, поэтому обычно такие халаты, когда дарят, потом складывают и хранят. Для следующих поколений. Да. Воины, которые сейчас пытаются не пускать сюда никого, на самом деле такими и были 200-300 лет назад. То есть вот эти копья, щиты, защищавшие их от таких же копий, и вот такая форма одежды. Чаще всего воин, который был не только пехотинцем, но и кавалеристом, то есть на лошади, еще и обладал специальной кольчугой, которая могла спасти от стрел. У стрел были очень наконечники острые, они могли убить кольчугой и так далее. И иногда у таких премиум солдат были еще и шлемы. Вот. Но так как они всегда должны были знать, как быть верхом и так далее, обувь тоже была у них приспособлена для стремен и так далее. Вот фактически выглядели они вот так, такие же свирепые. А кольчуга, она наверняка очень много весила. Она весила много, да, но они знали, что она спасет, поэтому они привыкали к ней. Вся эта тяжесть на самом деле была на лошадях. И они тоже были защищены, кстати говоря. Ну а теперь, ознакомившись с формой солдат, мы пойдем дальше, потому что дальше поэтапно мы будем смотреть на то, какой была привлекательной Бухара тех лет, а также то, что является современным развлечением. То есть все это развлечение сафари имеет столько этапов, что, не знаю, хватит нам одного дня или нет, я не знаю, но мы будем все скрупулезно изучать, правда? Надеюсь, нам сил хватит. Идем, да? Пойдем. Туристический кластер Бухара Desert Oasis and Spa расположен на площади 10 гектар. Он включает в себя пляж, юрты на 80 мест, рестораны национальной и европейской кухни, а также возможность прогулок по пустыне на лошадях, верблюдах и квадроциклах. Комплекс существует уже несколько лет, и на данный момент огромное количество посетителей уже смогли ознакомиться с его достопримечательностями. На дополнительной территории в 30 гектаров созданы агро-экопарки и теплицы. На первом этапе объекта создана возможность приема 500 человек, на последующих одновременно более 1000 отдыхающих и туристов. Данный кластер включает в себя различные дополнительные услуги, такие как исторические объекты средневековой Бухары, терраса Варахша, Сардаба и комплекс Караван-Сарай. Ну и, конечно же, вишенка на торт – дегустация вкуснейшей еды, которая имеет прямое отношение не только к Бухаре, но и ко всем близлежащим местам. Наши гости изрядно проголодались, поэтому дегустация вызвала радостные улыбки на их лицах. Нам предстояло попробовать сразу несколько блюд. Как все это происходило, сейчас увидите. Это с набором трав. Попробуйте, пожалуйста. Like spinach. You can try it. You can try it. Кристина тоже. Be my guest. Try. Кристина, вы тоже. Мы одну на двоих. Bunun içinde göçler mi? Это it's with meat. You can try this as well. Насколько я понимаю, это разные варианты самсы. Да, это все самса, просто это... А, это беляши, это самса. Как называется? Самбуса. Самбуса.
сочность придает большое количество лука. Да, и вот курдюк, вы видите его. Возможно, кому-то покажется высококалорийным, но подобная пища дает очень много сил. Я знаю, в Узбекистане есть очень много вариаций плова, или как сказать? Да, правильно сказали. Это так. Есть свадебный, есть... Чайханский, есть острый, есть, который делается с темным цветом, есть, который светлый. Все зависит от прожарки в начале, потому что когда мы жарим лук, мы можем довести его до черного состояния, потом он отразится на всем цвете. Try it with meat. Кушайте, берите сразу побольше. If you want to try this garlic. Мне очень нравится, что он такой рассыпчатый, то есть рис получается рассыпчатый и очень-очень-очень вкусный. Мы пробуем плов, который близок к рецепту Авиценны. Близок, но не является. Но мы сейчас попробуем плов. Жарки там нет. Это откидной плов, который делается отдельно. Каждый ингредиент мяса отваривается отдельно. Это называется оши софи. Сейчас я подробно расскажу, когда будем пробовать. Этот плов делается только в Бухарском регионе, больше нигде. Да, он считается визитной карточкой региона. Специально для блога наших гостей, для Кристины Рикардо и для наших телезрителей объясняю, что оши софи – это бухарская визитная карточка. Только здесь делают плов like this, как говорится, да? Откидной рис, который готовится отдельно от мяса, и тем он и отличается, потому что стандартные рецепты плова подразумевают обжарку всех ингредиентов, а потом запаривание и после этого уже приготовление. Вот выглядит он так. Видите, отличие в чем? Он светлый, от него уже идет сладкий запах. Здесь тоже два вида моркови, но масло отличается от того, что мы видели. Оно темное, это называется зыгыр. Зыгыр, да. Оно считается очень полезным, в том числе для пищеварения и так далее. И время от времени его необходимо потреблять, но его делают только на нем. Как вы видите, в составе есть еще и нут, то есть крупный горошек. И он soft like this. Он тоже, так, видите, это большой длиннозерный. О нашем туристическом кластере, что скажешь, вот, который сейчас мы находимся. ¿Qué puedes decir de que aquí estás en esta oasis Бухара? ¿Qué puedes decir? Он говорит, он чувствует себя очень счастливым здесь. Он чувствует себя, что он попал в историю и в сказки. ¿Tú te sientes que tú te llegaste a una como de historia? Claro. Конечно, el потому ambiente, la música, las personas que están ahí vestidas. То, как вы это организовали, он говорит, что то, как вы это организовали, сделали архитектурные какие решения вы приняли, музыка, костюмы. Dile que lo más increíble fue al entrar con esta música, piensas que estás realmente en esa época. Говорит, самое было невероятное его впечатление, когда мы только что вошли, и музыкальное сопровождение с этими инструментами. Действительно, как будто бы ты попал на 200 лет назад. Сейчас после обеда будет кочевные игры. Там прямо в пустыне увидите. Показывает мастерство спортсменов. Древние национальные народные игры. Так как мы получили любезное приглашение посетить кочевые игры, мы, конечно же, не могли отказаться и с удовольствием согласились. Нам предстояло увидеть много различных соревнований, в том числе копкяры, козлодрание, кураж, взглянуть на канатоходцев, а также на тех, кто мечет гири вверх. Козлодрание или копкяры существует сотни и сотни лет до наших дней. В каждом регионе Узбекистана или весной, или осенью проводятся эти соревнования. Всадники на лошадях борются за право быть самыми ловкими и получить возможность встать на первое место. Особенность проведения копкяра в пустыне в том, что пушистая пыль все время стоит в воздухе, создавая эффект тумана, поэтому всадникам очень трудно соревноваться.
тем важнее для многих показать ловкость и встать на первое место. Ну а кураж известен всему миру. Не раз борцы из Узбекистана показывали свою прыть на лучших татами. И здесь большая команда туристов получила возможность взглянуть, насколько сильны наши борцы. Канатоходцы издревле развлекали людей, приходящих на подобные мероприятия. Такое случилось и здесь. Освоить данное мастерство непросто, но посмотреть на них – особое удовольствие. Ну и, конечно же, богатыри, которые поднимают вверх тяжелые гири и при этом еще и показывают акробатические упражнения. Представитель дружественной нам страны решил сам испробовать, как же это просто или тяжело. Оказалось, что не так просто. Ну а теперь настал ключевой момент нашей программы – близкое знакомство с семьей, которая приехала в Узбекистан. Дело в том, что Кристина и Рикардо 8 месяцев подряд путешествуют и уже увидели 18 стран. Пересекая их, они встретились с трудностями, с новыми впечатлениями и эмоциями. Где-то их встретила пустыня, где-то холода, где-то высоты гор, где-то они хотели покорить вершины. Но самое главное в этом путешествии то, что дом всегда был рядом. И мы хотим у них узнать, насколько это трудно ежедневно путешествовать, покоряя километры дорог, и не всегда ровных. Порой у них на пути было бездорожье и очень много трудностей. Но только они сами могут рассказать, насколько ярким это путешествие является сейчас. Ведь впереди еще много стран, и в этой цепочке приключений Узбекистан занимает достойную позицию. По крайней мере, наши гости сказали именно так. Давайте теперь проведем знакомство с домом изнутри. Очень интересное солнце, да, здесь, в Бухаре? Ну, вы знаете, за счет того, что здесь пыльная дымка и пыль пушистая, она очень летучая, мелкодисперсная, она все время в воздухе, даже сейчас она ощущается, поэтому солнце здесь... Вот вчера, например, луна была какой-то пепельно-серой. Я заметила. Да, а в городе она может быть ярко-желтой, практически как солнце ночью. Но вот здесь из-за того, что мы в пустыне, вы часто бывали в пустынных каких-то местах? Мы были в Марокко, в пустыне. Как вам вот, если сравнить с... Ну, здесь, да, действительно, вы абсолютно правы, что она действительно прям в воздухе висит, это пыль, вот этот песочек. Но дышать не сложно, я бы не сказала, что сложно. Но если краткое время, то это никак не повлияет. Не сказывается. Теперь я хочу, наконец-таки, для зрителей открыть большой мир. Этот мир большой только вот на словах, на самом деле он маленький, да, это ваш мирок. Это дом на колесах, который построил Рикардо. Сейчас он расскажет обязательно, а Кристина нам переведет. Но мне хотелось бы, знаете, для вас, друзья мои, раскрыть все нюансы таких путешествий, как живется в таком доме, что такое комфорт, где есть дискомфорт, насколько это утомляет, как можно отдыхать. Словом, давайте знакомить зрителей с прекрасным Ниссаном. Добро Вот. пожаловать в наш домик Давайте. на колесах. Заходите в гости. Такого у нас еще не было, друзья мои, это впервые, когда мы приходим в гости в такой дом. Итак, с чего мы начинаем знакомство? Давайте мы расскажем о том, как мы вообще пришли к этой идее и Да. как мы, собственно, его построили. Да. ¿Puedes explicar cómo tú construiste esta casa? ¿Cómo tú? Sí. Primero, ¿cómo tú llegaste a esta idea? Y después... How this idea came to you? Came to first me, thing. yeah. Primero les puedes decir que pensamos en un lugar más pequeño, pero después nos dimos cuenta que necesitábamos algo más grande. Ajá. Сначала мы думали, что купим машину более маленькую, более комфортную, низкой посадки, но более маневренную, думали мы. Да. Но потом мы однозначно решили, что мы хотим вставать в рост, постоянно не горбатиться и не вытаскивать, к примеру, стулья наружу. Вопрос важный. Существуют уже готовые дома на колесах, которые имеют все внутри, от сантехники до кухни и так далее. Вы же выбрали другой путь. Вы купили минивэн, и вы мне за кадром сказали, что Рикардо, как инженер, мастер на все руки, он решил опустошить полностью эту утробу и сделать все сам. Почему именно так?
Потому что из-за того, что мы очень любим, к примеру, ходить в горы, он любит скалолазить, мы ведем очень активный образ жизни, и для этого готовый дом на колесах нам не подходил, потому что иначе мы бы не смогли взять все то оборудование, всю ту экипировку с собой. Во-первых, он тяжелый, да? Он громоздкий, этот Он дом. длинный, не маневренный, и очень тяжело на нем, к примеру, парковаться на парковках, то есть в город в нем ехать сложнее. Окей, с момента покупки этого минивэна и начала строительства, сколько прошло месяцев, когда вы уже получили вот этот результат? Я думаю, 2 года 2 года с половиной. De cuánto construimos? 2 años y medio. Он тоже говорит, что да, 2,5 года. С того момента, как мы купили, он был абсолютно пустым. И мы постепенно, потихоньку, еще до покупки он начал уже более-менее прикидывать, как инженер, как мы можем разместить, как мы можем сделать планировку, потому что тоже нужно все спланировать, чтобы уместить все наши вещи на 14 месяцев. Это там нам понадобится все, даже включая там одежду, да, мы проедем все сезоны, это будет и лето, и будет и зима, нам нужны и зимние, и теплые, естественно, там одежда для гор, это другая одежда, двойные ботинки и так далее. Поэтому он начал уже постепенно думать планировку, как мы все разместим, и появлялось все постепенно. Не было такого, что за раз мы сразу все построили, то есть мы строили Смотрите, постепенно. вот я вижу, значит, первое, что видно, это где вы спите. Гитара, на которой Рикардо играет, вытяжка, шкафчики. А дальше, смотрите, все, что я вижу, это холодильник и кран. Как все устроено, то, что глазу не видно с первого раза. Значит, друзья мои, это стол, потому что иногда, если погода хорошая, Рикардо уже рассказывал нам, он может вот так вот накрыть стол практически для пикника, допустим. И судя по тому, что я вижу вот эти прорези, стол можно в зависимости от пожелания ниже установить или выше, вот так, чтобы можно было пить чай, правильно? Ну или все остальное. Все просто, но надежно. Видите, вот даже мой Он вес. выдерживает до 55 килограмм. Вот. Здесь также мы можем готовить, потому что наша плитка, она, как вы видите, она тоже не встроена. На газу, да? Она на специальной жидкости. На Ну, можем специальной сказать, как на горючей. бензине. Да, на горючем. И, друзья мои, как вы думаете, где ребята хранят свои горные байки? У нас даже велосипеды, да, с собой. Давайте посмотрим. Я напоминаю, что это минивэн. Изначально он не задумывался как дом, но теперь это самый настоящий дом. И вот тут ребята хранят, пожалуй, если среди вас найдутся люди, которые когда-то решатся на подобное, вот вам пример. Вы сами можете посмотреть. Мы будем с вами обязательно поддерживать связь и в точке на карте рассказывать, куда вы попали в следующую страну, как вы там себя ощущаете. Но мне очень хочется сделать так, чтобы вы отсюда уехали с хорошими эмоциями, и было бы желание когда-нибудь опять вернуться и увидеть то, что не видели, потому что Узбекистан для путешествий – это безграничные просторы. А вам, друзья мои, хочу сказать, оставайтесь с точкой на карте, дальше будет интересно. Момент прощания с ребятами еще впереди, мы обязательно благословим их в путь, когда они захотят уехать. А вы делаете выводы, потому что на любой шаг, который вас страшит, нужно решаться. И именно тогда в процессе вы поймете, что вы сделали правильно. И я думаю, вы тоже скажете об этом, мы сделали правильно. Абсолютно. Абсолютно не жалеем. Я очень рад этому знакомству. Думаю, что и вы следите за нашими соцсетями. Мы сейчас опять здесь поместим их. А что будет с ребятами в нашей точке на карте, еще впереди. Будьте с нами. Дело в том, что Рикардо и Кристина живут в Германии. Они вместе уже 6 лет. Он мексиканец, а Кристина русская. Решение путешествовать в автодоме было принято совместно. И на мой вопрос, каким образом они избегают трудных ситуаций и сохраняют баланс в семье, Рикардо решил сыграть на гитаре. И наверняка вы поймете, друзья, что именно в такие часы его музыка и его игра на любимом инструменте делает так, что ссорам в жизни места нет. Послушайте и убедитесь сами. Canciones del muro, la gente venía de adentro y así se inventaban los mundos. De niño soñaba olores profundos, la mezcla de espuma, color
sudor de unos pechos desnudos. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más. Так как нам обещали, что программа будет очень насыщенной, мы знали, что вечером нас ждет крайне занятная пресс-конференция. А также выступления музыкантов и танцоров. Здесь нас познакомили с информацией о кластере, рассказали, сколько лет он существует, с какими целями, а самое главное, нашим зарубежным гостям вручили памятные подарки и почетные грамоты. При помощи увлекательных видеороликов наши гости увидели, как развивалось это место и сколько же людей в нем побывало. По окончании пресс-конференции все выдвинулись на улицу. Ведь там нас ожидало представление под открытым небом. Вы только представьте, какая романтика вокруг. Горящие костры и факелы, живая музыка и танцы прекрасных девушек. Именно так должен завершаться насыщенный день, когда ты не чувствуешь усталости, а эмоций хватит на неделе раздумий вперед. Можно считать, что неделя паломнического туризма прошла именно так, как задумали организаторы. Друзья, но это не вся наша история. Дело в том, что точка на карте имеет и вторую часть. Чему она будет посвящена, узнаете очень скоро. А пока мы не говорим «прощай», мы говорим «продолжение следует». Оставайтесь с нами. Вы помните, в первых числах сентября, это была осень, мы приехали в Тутакульскую пустыню рядом с Бухарой снимать для вас фестиваль «Стихия». И кто бы мог подумать, что когда этот сезон уже пройдет, и мы шагнем плавно в зиму, опять вернувшись сюда, мы будем снимать совершенно другой контент. Что мы для вас сняли, друзья мои? Это же огромное количество информации, но вместили мы так, как вам и хотелось. То есть компактно, все было доступно, все, что вы увидели, я уверен, останется в вашей памяти. И пример той семьи, которая путешествует по миру и которая приехала в нашу страну и решила в точке на карте показать свои приключения, это тот самый пример, который может повлиять на вас и смотивировать на путешествие. Если возникает у вас в голове идея поехать куда-то, не бойтесь этих мыслей, решайтесь. Жизнь коротка, а воспоминания будут с вами всегда. Поэтому делайте выбор в пользу путешествий и посмотрите на мир другими глазами, как это делают путешественники Рикардо и Кристина, как это делает «Точка на карте», наша съемочная команда, и как это делают люди, которых мы показываем. А их очень много, и локаций много. Впрочем, именно туда я и направляюсь. А пока хочу погулять по ночной пустыне, которая днем одна, а ночью совершенно другая, уютная, заволакивающая, обнимающая и не отпускающая. Поэтому я здесь. А вы, оставаясь у экранов, ждите наших новых встреч и выпусков. Пока!